Запрети себе жаловаться на 7 дней, результат шокирует. Представьте, что происходит, когда вы отказываетесь от жалоб целую неделю. Эксперимент, который может изменить вашу жизнь навсегда. Давайте погрузимся в эту захватывающую трансформацию. Первый день. Осознание. Первый день без жалоб открывает глаза на шокирующую правду. Мы жалуемся гораздо чаще, чем думаем. Мелкие неудобства, погода, пробки, коллеги, список бесконечен. Осознание этого уже первый шаг к изменениям. Вместо привычного «как же я устал» или «опять эти пробки» начинаешь искать положительные стороны. Сегодня у меня есть возможность послушать интересный подкаст по дороге или «я многое успел сделать сегодня». Второй и третий дни – борьба. Наступает самый трудный этап – борьба с укоренившейся привычкой. Мозг сопротивляется, постоянно подсовывая негативные мысли. Именно здесь многие сдаются, не понимая, что находятся в шаге от прорыва. Каждый раз, когда хочется пожаловаться, переключайте внимание на благодарность. Вместо «как надоели эти задачи на работе», «я благодарен за возможность развивать свои навыки». Четвертый день. Переломный момент. К середине недели происходит нечто удивительное. Негативные мысли начинают приходить реже. Этот переломный момент наступает, когда мозг начинает формировать новые нейронные связи. Ваш фокус внимания смещается, и вы начинаете замечать больше позитивного. Пятый и шестой дни. Новые горизонты. Вы чувствуете прилив энергии и замечаете, как меняется отношение окружающих. Люди тянутся к вам, разговоры становятся конструктивнее. Вместо жалоб вы предлагаете решения, и это не остается незамеченным. Вы начинаете понимать, что большинство проблем не стоят потраченной энергии. Вместо того, чтобы жаловаться на дождь, вы цените уют домашней обстановки. Седьмой день. Шокирующие результаты. К концу эксперимента вы замечаете кардинальные изменения. Уровень стресса значительно снижается. Повышается продуктивность, улучшаются отношения с окружающими, приходят новые возможности и идеи, появляется больше энергии и радости. Самое удивительное – окружающий мир не изменился, изменилось ваше восприятие. Как это работает? Когда мы жалуемся, мозг выделяет кортизол, гормон стресса. Постоянные жалобы создают петлю негатива, где одна негативная мысль тянет за собой другую. Отказ от жалоб разрывает эту цепь. Вместо кортизола мозг начинает вырабатывать дофамин и серотонин, гормоны счастья и удовлетворения. Практические советы для эксперимента. 1. Ведите дневник благодарности. Каждый день записывайте минимум 3 вещи, за которые вы благодарны. 2. Замечайте жалобы и сразу переформулируйте их в позитивном ключе. 3. Окружите себя людьми, которые поддерживают позитивный настрой. 4. Используйте техники осознанности для контроля мыслей. 5. Визуализируйте желаемый результат. Что дальше? После недели без жалоб многие не хотят возвращаться к прежнему образу мышления. Этот эксперимент становится началом новой, более осознанной жизни. Попробуйте продлить эксперимент до 21 дня, времени, необходимого для формирования новой привычки. Вы будете удивлены, насколько легче становится поддерживать позитивный настрой. Важно помнить, отказ от жалоб не означает игнорирование проблем. Это выбор конструктивного подхода к их решению вместо пустого негатива. Решитесь на эксперимент. Неделя без жалоб может стать началом вашей новой,
более счастливой жизни. Результат действительно шокирует. А теперь я хочу спросить у вас, готовы ли вы принять этот вызов? Неделя без жалоб может кардинально изменить ваше восприятие мира и качество жизни. Поделитесь в комментариях, что вас больше всего удерживает от позитивного мышления. Какая самая частая жалоба мешает вам наслаждаться жизнью? Или, может быть, вы уже проходили подобный эксперимент? Расскажите о своем опыте. Возможно, именно ваша история вдохновит других начать свою неделю без жалоб. А через 7 дней обязательно вернитесь и поделитесь результатами. Они действительно могут шокировать не только вас, но и окружающих. Напишите в комментариях «Я готов к эксперименту», если принимаете вызов, или поделитесь своими сомнениями, если что-то останавливает. Давайте поддерживать друг друга на пути к более счастливой и позитивной жизни.